В этом видео я расскажу, как получить Discord роли в Haha Wallet от самых простых до эксклюзивных. Досмотри это видео до конца, ведь оно поможет тебе получить будущий airdrop. На своих экранах вы видите иерархию ролей, и сейчас мы находимся на DevNet стадии, где в принципе тестируют только разработчики определенный круг лиц. Уже скоро на следующей неделе, на момент записи видео, на следующей неделе будет анонсирован тестнет, где все могут публично использовать его и получать за это дополнительные награды. Если ты еще не начал фармить карму, либо уже фармишь, сейчас я расскажу максимально эффективный способ, как фармить карму, как получать роли и, соответственно, что прямо сейчас нужно сделать. А ты пока подпишись на мой Twitter и на мой Telegram, там очень много полезного, обязательно зайди, посмотри, ссылки будут в описании. Основополагающим будущим фактором и два главных мультипликатора на airdrop будет карма и роли. И это написано в Дискорде Haha Wallet, являются ключевыми виртуальными активами. В предстоящем процессе TGE будут напрямую превращаться в токены Haha. И все эти роли складываются, то, о чем я сегодня расскажу, поэтому внимательно досмотри вот до конца. Сегодня мы будем рассматривать вот такую вот систему, либо по-другому иерархию ролей, где вы можете получить абсолютно любую роль, если будете те или иные усилия прилагать. Первая роль, буду о каждой говорить, первая роль это newbie либо member. Вот эта роль, ее дают просто за то, что вы зашли в Discord и верифицировали. Ссылочка будет в описании, заходите в Discord Haha Wallet, верифицируйтесь, получаете роль. И следующая роль, которую должны получить, это App User. Здесь вы скачиваете на свой телефон Haha Wallet приложение, ссылочка будет в описании, оттуда можете скачать. И наша задача получить либо дойти до 10-го последнего уровня. Самая высшая награда будет именно там, если мы рассматриваем именно карму. Сейчас я перейду в телефонную версию и расскажу, как можно получить карму и что вообще с ней делать. А потом перейдем обратно и будем рассматривать таблицу далее. Итак, друзья, мы перешли в Haha Wallet. После того, как вы скачали, вы должны создать свой кошелек. После того, как вы сохранили сид-фразу, придумали пароль, у вас будет два кошелька. Вот здесь вверху вы можете посмотреть Legacy Wallet и Smart Wallet. Smart Wallet есть определенные функции, с которыми мы должны взаимодействовать. Прямо сейчас у меня именно DevNet сеть, но скорее всего у вас будет написано Testnet уже на следующей неделе. Если нажмем на вкладочку More внизу справа, увидим карма и квест. Это основное, что нужно знать. Я уже рассказывал, что это такое, было полное видео, по подсказке можете перейти посмотреть. Тут у нас как раз таки вот эти уровни, которые я вам показывал, от 0 до 10. Именно поэтому здесь вы должны выполнять различные задания, получать карму, либо по-другому поинты. Вот сейчас вы можете увидеть, что у меня 6 уровень, и чтобы перейти на 7 нужно еще 9714 кармы. На данный момент, как только вы зарегистрируетесь и авторизуетесь, у вас будет несколько заданий. Тестовых у вас не будет, потому что это бета-тест, чуть позже поговорим. Первое, что вам нужно будет сделать, это обязательно подключить Twitter и Discord. После этого вы получите роль App User. И далее внизу вот эти вот все задания пролистать и выполнить. За это получаете дополнительную карму. По основному, если сказать, ежедневно заходим в Daily Check-in. После того, как подтвердили свой Twitter и Discord, X2 кармового мультиплеер начисляется. Далее делайте обязательно транзакции прямо в своем кошельке. Попросите у нас в чате, либо же можете зайти на кран Mono и, соответственно, попросить вот эти тестовые токены. Отсюда, то есть вы заходите в Smart Wallet, копируете адрес, выходите, заходите в Legacy. Здесь в Legacy отправляете любое количество мон, к примеру 0.1, вставляете кошелек и отправляете, и вам будут за это начислять по 20 кармы. Сейчас обновление вышло, и вот 20 кармы начислилось. Также не знаю, будет в будущем или нет система промокодов. Если до этого мы, к примеру, вводили определенный промокод, нам появлялись дополнительные задания, мы могли их заюзать, получить по 200 кармы. Посмотрим после анонса именно тестнета, будет такой или нет. И вы можете приглашать. Раньше можно было приглашать Discord, за это тоже начисляли. Сейчас же вы можете приглашать исключительно в приложении и за это получаете определенное количество кармы. Небольшой анонс. Расскажу о 5 преимуществах, почему я вместе с комьюнити торгую на бирже BingX. Первое и самое главное — моментальное решение каких-либо вопросов через меня лично. Одни из самых низких комиссий на рынке, большое количество торговых пар, предоставление повышенного VIP-статуса за переход из другой биржи, простой удобный интерфейс для начинающих и индивидуальная поддержка для VIP-трейдеров. Также отдельные условия для
для тех, кто хочет развивать аффилиат-бизнес. Пишите мне в личку и регистрируйтесь по ссылке в описании. Итак, у нас уже есть 3 роли. Это Newbie, это App User, и у вас будет нулевой уровень. Там тоже название роли, либо по-другому уровень. И вот здесь внизу мы как раз-таки можем почитать информацию по ним. У вас будет Bankrupt. Это первый 0 карма, потом 70 кармы, NGMI и так далее. То есть до 10 уровня желательно, чтобы вы получили. Здесь показано, сколько кармы нужно. Прев 2500 это было раньше. Сейчас после обновления немножко увеличили, но и за транзакции также увеличили. И внизу видно карма Action Awards, то есть сколько мы получаем кармы за ту или иную активность. За daily check-in, за мультиплеер, за общение в Дискорде, за приглашение и так далее. Максимальный лимит в сутки вы можете получить 1000 кармы, это за приглашение в App, и также можете получить 1500 кармы за ончейн активности. Помимо этого, карму вы можете получить, если делаете ту или иную полезность проекту, это создаете какой-то интересный контент, участвуете в мероприятиях, и админы вам начисляют за любую помощь, которую они посчитают нужным, дополнительную карму. К примеру, я снимал видео такое, мне оповещением, пуш-оповещение пришло, что мне начислили карму. Поэтому, если создаете контент, обязательно его делайте и выставляйте. Какую ветку? Давайте поговорим далее. Что мы имеем? Далее у нас идет разветвление. После того, как мы получили эти роли, у нас есть разветвление. И давайте поговорим не по, так сказать, карьерной лестнице, а вот эти второстепенные. Справа мы с вами видим роли, которых уже не будет, это было в прошлом. Далее у нас есть роль Ace, ее дают за буст сервера. Вот, к примеру, у меня есть роль Ace за то, что бустану этот сервер, и другие роли, о которых сейчас поговорим. Также роль Nedmate, которую вы видите вот здесь вот фиолетовая. Ее также можно получить не по карьерной лестнице, а если вы есть в списке 1000 лучших создателей контента, по которым ориентировался именно Кион. Это кофаундер самого Monad. Но если вы только начали участвовать в Monad экосистеме, вы, скорее всего, там не присутствуете, поэтому за это можете не переживать. После этого у нас идет такое разветвление на 3 основных ветки. И тут вам нужно понять, чем вы любите заниматься, на какую роль можете претендовать и куда вам пойти. Давайте о каждой поговорим. Начнем мы справа. После того, как вы получили App User, следующая роль, которую вы можете получить, это Contributor. Что это означает? Это означает, что вы создали тот или иной контент. То есть либо это арт, либо какой-то мем, какую-то интересную картинку связанную, нарисовали, создали, не знаю, в нейросети, можно ли это делать или нет. Либо же написали какой-то пост в Твиттере, создали небольшое видео, шортс, либо горизонтальное. После того, как вы создали, вы копируете этот линк и отправляетесь вот здесь вот, Newbie Camp, если видите. Newbie Art отправляете, если это какой-то мем, еще какая-то картинка, связанная с ха-ха. И Newbie Post это либо YouTube видео, либо пост Twitter. Если, точнее, когда вас заметит менеджер, либо тот человек, который может раздать эту роль, вам назначат контрибьютор. После этого идет уже разветвление. Это на ветку, так сказать, художественного красоты, то, что вы создаете арты всякие и так далее, вы развиваетесь именно по карьерной лестнице этой, получаете роли. И контент-креатор, то есть я, например, иду по стадии контент-креатор и вот стремлюсь получить Джокера. Контент-креатор и контент-визор — это проверенный временем инфлюенсер, который делает часто посты, высококачественные посты, либо видео, ему начисляют эту роль. Далее, после этого, если вам начислили эту роль, вы можете получить Джокера. Это не означает, что вы просто по порядку идете. Возможно, вам сразу дают Джокера, если какой-то невероятный вклад вы внесете. Но, как правило, это все идет по такой иерархии. Дальше идет Джокер. Это полноправный амбассадор, который вносит огромную полезность своим личным брендом, экосистеме, в принципе, самому Ха-Ха Wallet. Та же самая ветка, в принципе, идет и слева, если вы любите там на планшете нарисовать, либо физически, либо какой-то арт сфотографировать, связанный с Ха-Ха Wallet, все то же самое. То есть артмейкер, ха-артист дают за более выдающиеся какие-то интересные работы. Арт-тим — это уже попадаете в более ограниченный круг проверенных художников, которые, в принципе,
создают для команды какие-то интересные продукты, и, конечно же, эта роль будет цениться еще больше. Это что касается контент-креаторов и арт-креаторов. Далее, если же вы идете по немного другой концепции, после App-User вы получаете не контрибьютор, хотя у вас может быть и контрибьютор, и Graduate, если правильно читаю, вы получаете Graduate. Эту роль дают, если вы помогаете новичкам в их первых шагах в Haha Wallet. Именно в ветке Newbie чат, вот в этой чат, если вы помогаете там стабильно, вас заметят, обязательно дадут эту роль. Graduate, она также у меня есть. После этого вы можете пойти также по нескольким путям. Если вдруг вы не хотите дальше развиваться, вам нравится больше участвовать в каких-то ивентах, розыгрышах и так далее, вам начислят роль Event Team. Она тоже будет засчитываться при ТГЕ и дает определенную важность. Но если вы хотите пойти дальше, помогать чаще, более экспертней, направлять людей, может даже в локальном языке, то есть есть общий чат, newbie чат, если вы хотите помогать уже в general чате в основном и возможно в локальном, вот в русскоязычном, либо с какой вы страны. Если вы часто будете это делать, вам начислят роль, которая называется NPC. Давайте вот покажу. Вот, например, Кевин 2000, у него есть роль NPC. За то, что он часто помогает, внес именно вклад в помощи. И уже следующая роль связывает NPC, Art Team, Joker, то есть все три, которые я сказал, это локальный амбассадор. Это тот человек, который с помощью своего личного бренда в своем регионе либо в своей стране популяризирует этот продукт и вносит огромнейшую пользу. Человек сразу же, конечно же, эту роль не дадут, это проверенный временем человек, поэтому стремиться нужно сюда, если вы хотите расти по иерархии. Но вы можете также после Graduate попасть на Hanat, OG-Nat и Natlord. Hanat, я так предполагаю, что это тот человек, который участвует и немного помогает, и немного контента создает, и в ивентах участвует, то есть он везде, так сказать, он прям по всей площадке Haha Wallet помогает, и вот эту роль дают. Всего Hanats, давайте посмотрим, на данный момент 176 человек, но насколько я общаюсь сейчас с некоторыми админами, они говорят, что будет перераспределение. Те, кто уже не активны, у них роль будет убирать и будут давать активно. То есть скоро будет перераспределение. После того, как получили Hanat, идет роль OG NAT. Конечно же, долгосрочная помощь, польза, участие в ивентах, в АМА-сессиях награждается вот этой ролью OG NAT. Всего 43 человека получили данную роль. И после этого идет уже Natlord. Если мы посмотрим на сервер, всего 16 человек имеют эту роль. Это, конечно же, выдающиеся участники уже из OG. Некий такой микс с созданием высококачественного контента и огромной помощи новым участникам и уже стареньким, кто давно. Поэтому Natlord получить гораздо сложнее. И следующая уже там несколько человек, это Intermod, она приравнивается как локальный амбассадор, то есть это крупнейшие заявки. Ну и сверху мы с вами видим, это команда Community Team. Туда попасть уже нужно, наверное, при личных созвонах. Это основные роли, которые вы должны получить. Сейчас перейдем к дополнительным. Выберите для себя ветку, если вы хотите получать, развиваться и, соответственно, на ТГЕ получить хороший дроп. Выберите эту ветку. В первую очередь, конечно же, это комьюнити, но очень хорошим бонусом будет получение токенов Haha. Давайте посмотрим еще дополнительные, необязательные, либо временные роли, которые, возможно, которых уже не будет, либо будут, но иногда. Здесь мы с вами видим следующее. Пионер, 10к, 50к, я так предполагаю, это количество людей в Дискорде. Если вы попали в эту цифру, соответственно, вам начисляют эту роль. После этого есть бета-тестер, это бета-тест, DevNet версия, первая и вторая часть. Кто тестил, давали вот такую роль. У нас же роль бета 3, это кто тестил третью и 3.5, и скоро выйдет тестнет. Также есть роли, которые называются геймер, King Poker, Poker Star, IRL, скорее всего, их дают за игры, за определенные мероприятия. Хэллоуин по мероприятию праздника, и Star, и AMA. Это те мероприятия, где Star это, по-моему, караоке, если не ошибаюсь, и AMA, кто участвует в AMA-сессиях, задает вопросы и активничает. И последнее, друзья, на что стоит обратить внимание, это гайд по ролям
по цветам, то есть у каждого есть свой цвет. Давайте несколько моментов перейдем, чтобы было понятно. Белое — это New Member, это, соответственно, ограниченные каналы, то есть некоторых каналов нет. Серое — это вы начинаете уже фармить карму. Роль, которая открывает вам путь, соответственно, это в качественных беседах, если вы общаетесь, как-то помогаете, какую-то активность проявляете, желтым. Далее у нас идут роли именно наций, синие, о которых я говорил. Фиолетовые — это люди, которые помогают модерировать беседу, каких-то поисках вопросов и так далее. Зеленые — это создатели арта, мемов и стикеров. Голубые, вот такой вот цвет, это контент-креаторы. Оранжевые, если вы создаете видео, гайды и так далее. Вот такой вот цвет, если вы участвуете либо создаете покер-турниры, караоке, всякие колы и так далее. Фиолетово — это монад-билдеры. Красным не очень хорошее. Если вы что-то сделали нехорошее, вам могут начислить именно красный. Ну и зеленый — это app-юзер, вы успешно подключили приложение к Discord. Вот, в принципе, вся иерархия. Теперь вы знаете, как это все работает. Тестнет самого монада, я думаю, будет уже в середине февраля. Там же подключится тестнет Haha Wallet. Обязательно в комментариях напишите, какие у вас есть роли и какой у вас уровень кармы. Всем пока.